центре мегаполиса, в сверкающем стеклянном офисе, располагалась крупная инвестиционная компания, принадлежащая богатому магнату по имени Ричард. Его единственный сын, Зак, был избалован с детства дорогие авто, элитные школы, персональные помощники. Он не работал по-настоящему, но носил дорогие костюмы и изображал важность, разгуливая по этажам отцовского бизнеса. Однажды утром Зак зашел в офис в особенно дурном настроении. У входа он увидел пожилую женщину в поношенной одежде с ведром и тряпкой. Не утруждая себя ни вежливостью, ни сочувствием, он грубо пнул ее ведро ногой, отчего вода разлилась на пол. Женщина едва не упала. Зак лишь фыркнул и пошел дальше, не взглянув ей в лицо. Через час началась важная встреча. Совет директоров ожидал нового стратегического партнера, человека, который инвестировал огромную сумму в расширение компании. Все сотрудники выстроились у входа, чтобы встретить этого влиятельного человека. Зак стоял сбоку, потягивая кофе и глядя на часы. Когда двери открылись, в комнату вошла та самая пожилая женщина. Но теперь на ней был элегантный деловой костюм, а за ней следовали ее юристы и ассистенты. Это была миссис Эвелин Кларк, влиятельная инвесторша и бывший владелец крупного хедж-фонда. Она решила остаться инкогнито и прошлась по зданию как простая уборщица, чтобы оценить атмосферу и людей, с которыми придется работать. Когда она заняла место у переговорного стола, ее взгляд упал на Зака. Он побледнел. Миссис Кларк спокойно попросила, чтобы этот юноша покинул зал, пояснив, что не будет вести бизнес с компанией, в которой не уважают людей, независимо от их положения. Ричард был вынужден извиниться и вывести сына. Позже, наедине, он сказал Заку, что, возможно, пришло время начинать не с вершины, а с самого низа, с той самой тряпки, которую он так презрительно отбросил. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.